Всем привет! И у нас снова рубрика «Распаковка и обзор мотоэкипа». В общем, не остановился я на одном шлеме Shoei, решил еще приобрести шлем Arai. Кто не в курсе, компания Arai производит одни из самых крепких шлемов. Эти шлема используются не только для мотоспорта, но и для автоспорта, то есть для автогонок. Пилоты в ралли или на картингах катаются в шлемах производства этой компании. В общем, сейчас я думаю, что распакуем, посмотрим. Итак, свое первое впечатление расскажу. Ну что, я думаю, начнем. Такая коробочка. И такая вот, в таком мешочке он находится. Комплектность не супер какая-то большая. Шлем. Так, сумочку уберем, я думаю. Вот так вот он выглядит, виновник торжества. В комплекте инструкция. Линза Pinlock идет в комплекте, незапотевающая. И какая-то там смазка, видимо, для элементов крепления. Это нам особо не нужно. В принципе, коробку можно убрать. Наклейку с визора я уже убрал. Но было интересно посмотреть, как шлем выглядит на голове изнутри этого шлема, так сказать. Итак, перед вами шлем Arai. Модель называется Chaser X в цвете Diamond Black. У Arai, именно у этой модели, есть еще другой черный цвет, который называется Purple Black. Разница между ними в чем? То есть это больше как черный металлик, если посветить на него там каким-нибудь фонариком или там ночью попадает свет, он в нем больше блесток, и он прям такой черный глянцевый. И второе отличие это вот в этой наклейке. То есть здесь наклейка, видите, она под лаком и такая серенькая, и внутри вот черная. А у Purple Black, что в переводе перламутровый черный, здесь он тоже черный глянцевый, но он, блески там чуть-чуть поменьше, они меньше просматриваются. Он такой больше ну, такой глянцевый, такой какой-то цветопоглощающий. И значок у него не здесь, как вот здесь вот выглядит, такой под лаком, а сверху белая наклейка. Но я фотографии приложу, потому что, допустим, в начале, когда я приобретал шлем, ну, видимо, мы там с менеджером не очень друг друга поняли, и мне сначала прислали все-таки Purple Black. Ну, магазин пошел навстречу и, в принципе, беспроблемно поменяли мне эти шлема. Это не топовая моделька у Arai. Чем они отличаются? Ну, от топовой спортивной версии, по-моему, RX-7 она называется у нас в Европе, в России. То есть здесь один воздухозаборник сверху, у RX-7 у него здесь 3, то есть еще по бокам. Ну, фотографии я тоже могу приложить. Все эти шлема, у них тип скорлупы одинаковый. Повторюсь, что шлема Arai являются одними из самых безопасных шлемов. Здесь у них какой принцип у этих шлемов? То есть многие шлема используют принцип при падении, это ударопоглощение. Здесь сама ключевая фишка этого шлема, что он максимально делают они его максимально крепким и круглым. То есть при любом падении райдера, то есть шлем, вот эти вот пластиковые вещи все отлетают, и он как бы не бьется какими-то ребрами, а он максимально переходит энергия в силу скольжения. Также одна из фишек шлемов Arai – это их специфический визор. То есть у всех визоров, у Arai, видите, у них есть такие надбровные как бы дефлекторы, воздухозаборники. То есть можно открыть для поступления воздуха внутрь. По поводу вентиляции. Здесь у нас сколько отверстий? То есть спереди в районе челюсти, надбровные, вот эти дефлекторы, и сверху открыто, ну, 3 положения есть: открыто, закрыто, ну и такое среднее. Что касается выпускных отверстий, то здесь у нас, соответственно, здесь регулируется тоже 3 положения, и по бокам сзади выпускные отверстия.
Визор меняется, ну, менеджер мне показывал, я пока еще не вскрывал, сам не пробовал. То есть быстро отстегиваются вот эти вот заглушки, нажимается на пару кнопок, и визор отскакивает. То есть визор менять довольно быстро и легко. Также, что является одной из интересных фишек шлема Arai, что кажется сначала, возможно, неудобно, если вы катались в других шлемах, но потом привыкаешь, и все это очень быстро делается. Это открытие визора. То есть у них здесь есть курок. То есть изначально, чтобы тебе открыть визор изнутри, тебе сначала надо поднять курок, и визор чуть-чуть приоткроется. Он не отстегнется, он чуть-чуть приоткроется. Чтобы открыть визор изнутри, надо здесь вот есть выступ на визоре, его чуть-чуть от себя и вверх. И визор открывается. Ну и закрывается также. То есть до щелчка. Сначала, ну, непривычно, потом привыкаешь и довольно удобно. Все шлема используют технологию запирания Double Ring. Очень удобная вещь, тоже к ней надо, конечно, привыкать, но вещь очень удобная, когда привык, прям других защелок не надо. Шлем не самый легкий. Шлем, если верить производителю, 1620 грамм в размере L. Ну, плюс-минус 50 грамм. Но, хоть у него вес и большой, но фишка Arai, что шлема сами по себе, у них скорлупа небольшая. То есть, когда ты надеваешь его на голову, он садится очень плотно и не болтается. Допустим, к примеру, я сейчас купил еще один шлем Shoei GTR2. Это спортивно-туристический шлем. Он легче, но по габаритам он чуть больше. То есть, когда голову поворачиваешь, ну, этот габарит чувствуется. Этот шлем хоть и тяжелее, но при повороте головы ощущается, ну, не таким тяжелым. Дискомфорта такого не испытываешь. Что касается дизайна этого шлема, он классический, такие у него округлые формы, в этом-то и прикол. То есть, кому нравится более стремительный, агрессивный дизайн, это не Arai. Ну, на мой взгляд, естественно, вкусовщина это такое дело, это решение каждого. Shoei купил, вот он более такой спортивный, более такие какие-то агрессивные формы, более, может быть, аэродинамичные, не знаю, не проверял еще, ну, вернее, не сравнивал с этим шлемом. Есть более классика, округлый. Я думаю, что мне под неоклассический такой Coffee Racer этот шлем должен подойти больше. По характеристикам, по шумности, по ощущениям на скорости, я думаю, по весне мы проверим с вами и посмотрим, и какой шлем подходит лучше. У меня есть и Coffee Racer, и круизер. То есть Shoei GTR это более спортивный туристический шлем, он чуть побольше. В подобном шлеме я катался на круизере, там ветровое стекло поднимается, опускается, очень стабильно себя чувствуешь. В принципе, на Coffee Racer тоже неплохо. Хочу сравнить его вот с Arai, потому что Arai мне как бренд, как форма их классическая, мне он прям очень зашел, и считаю эти шлема довольно прикольными. По внутряночке. Давайте покажу. Внутряночка у них такая специфическая, конечно. У Arai шлема стоят недешево, но внутряночка такая не какой-то замши, но я думаю, что удобно. Такой тоже вот для подбородка маленькая шторка, на Shoei, конечно, на побольше. Такой вот шлем. Не помню, показывал или нет, как открывается. То есть вот он курок. Первое, это полностью закрытый шлем. То есть курок сначала поднимает визор, но не отцепляет его. Чтобы поднять, нужно от себя и вверх. И тогда визор поднимается. Вот, кстати, такие воздухозаборные сопла. Если открывать надбровные отверстия, то воздух попадает туда, проходит по голове и происходит отвод тепла. Так, вот это, я так понимаю, отверстие это для подбородочного воздухозаборника. Ну, я думаю, сейчас я его накину на себя и посмотрим, как он выглядит на мне. Вот так вот мы прикинули шлем.
Так он выглядит. Покажу со стороны. Визор закрылся. Классическая форма, круглая. Что касается дизайна этого шлема, то шлем выполнен в таком классическом стиле, имеет максимально круглую форму. В отличие от шлемов топового производителя японского тоже Shoei, там какие-то есть выступы, там больше каких-то агрессивных элементов. Здесь чистая классика. Шлем, хоть и имеет такой вес 1620 грамм в размере L, но этот шлем, когда его надеваешь на голову, он сидит очень плотно и очень комфортно. Также у него, одной из фишек этого шлема является то, что у него внутренняя подкладка, она имеет еще 5-миллиметровый дополнительный внутренний слой, который в случае, допустим, более идеальной подгонки под вашу голову, его можно там где-то убрать, где-то оставить. Вот первый раз я одевал этот шлем, он садился очень туго, очень туго. Сейчас я его поносил чуть-чуть, то есть там час, два, три, уже сидит довольно комфортно. На голове 1600 грамм, ну, не ощущается какими-то там тяжелыми, ну, допустим, сейчас, не знаю, весной покатаемся, будет уже видно. Если какие-то технические характеристики об этом шлеме нужно будет узнать, это можно с легкостью почитать в интернете. Я лишь делюсь с вами внешним видом, своим мнением и своим ощущением. То есть там много фишек у таких шлемов, то что там какая-то скорлупа из какого-то особенного состава делается у Arai, что там можно там взять штангу 50 килограмм, встать на эту скорлупу и стоять, там скорлупа не сгинается, то что там определенная подкладка антибактериальная, которую там можно там снимать, стирать, ну это в принципе на всех шлемах такая фишка. Плюс визор, вот кстати, как-то он... То есть система крепления визора, система открытия визора перекочевала из шлемов для Формулы-1. Такие фишки есть. То есть там много всего. Этот шлем очень интересный, на мой взгляд, хотя многим он не нравится из-за своей какой-то формы, как некоторые говорят, какой-то в форме яйца. Но мне наоборот он кажется каким-то прикольным. Весной также, думаю, какой-то снимем видеоролик по поводу сравнения конкретного шлема Arai Chaser X и Shoei GTR 2. Ну, просто свои ощущения, понятное дело. Тот шлем спортивно-туристический, он более габаритный. Вроде по заявлению производителей и там многих обзоров он более тихий должен быть. Этот шлем чисто городской. Ну, интересно мне. Я хочу его сравнить и на круизере, и на кафе-рейсере. То есть там, где есть ветровое стекло на круизере, на кафе-рейсере, соответственно, нет ничего. То есть ветер будет дуть прямо в лицо. Там более прямая посадка, там такая более с вытянутыми ногами на круизере, такая чоперная. И думаю, что есть смысл заказать какой-нибудь дополнительный визор. То есть, мне кажется, очень брутально будет смотреться, если поставить сюда черный визор. Вот. Также есть у Arai там зеркальный, какие-то там просто серебристый зеркальный, либо там синий, зеленый какой-то. Ну, я думаю, что фотографии где-нибудь здесь размещу. Покажу на фотографии, как это выглядит. Если есть какие-то советы, буду рад их услышать в комментариях. Но думаю, что черный подойдет сюда прям очень круто, и шлем будет смотреться очень брутально. Думаю, такой шлем даже подойдет для какого-нибудь чоппера. Хоть он такой спортивный, но для чоппера, если черный визор поставить под какой-нибудь V-Rod черный, я думаю, что этот шлем тоже подошел бы. Кстати, у этого шлема у него еще есть подготовка под аудиосистему. Также, я думаю, попробуем сравнить аудиосистемы. То есть у меня есть Sena на Shoei, которая под него прям заточена. Sena. Ну, короче, я ее установил. Там можете посмотреть, здесь будет подсказка по поводу этого шлема. Я там свои первые ощущения описал. А сюда думаю, что можно попробовать поставить Карда какой-нибудь топовый тоже поставим, посмотрим по ощущениям, как работает гарнитура, как звук. Но аудиоподготовка в этом шлеме, то есть под наушники уже есть. В общем, покупкой на данный момент я доволен. По весне будем сравнивать. Я думаю, что снимем об этом видеоролик по поводу своих ощущений. Что лучше? Arai
средний, какой Chaser X, или Shoei GTR 2. Если будут какие-то вопросы, можете написать, с радостью отвечу. Ну, лайк, естественно, приветствуется. Можете, кстати, нажать здесь на кнопочку и подписаться на канал. Ну, лайк поставить, буду благодарен. Ладно, все, всем пока. Если что, пишите, рад буду пообщаться.